Сейчас будем вязать тело. Итак, кольцо мы набираем 6 столбиков и вяжем круг. Вяжем круг до 10 ряда, в котором 8 столбиков и прибавка, и в ряду 60 столбиков. Давайте провяжем этот круг и будем дальше вязать вместе. Вот такой вот круг у нас получился. Фиксируем серединку, не забываем. Теперь с 11 по 15 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков этим основным цветом. Дальше мы будем вязать уже свитер, присоединяться и дальше вязать. Те, кто вяжет одним цветом тело, то с 11 по 22 ряд мы вяжем без изменений. Если вы вяжете, как я, свитер, то сейчас мы провяжем с 11 по 15 ряд без изменений. Итак, провязали мы 5 рядов без изменений пока. Теперь вводим цвет свитера. Я начинаю с этого цвета, так как у меня на рукавах он также начинался с этого цвета. Заканчиваю последний столбик новым цветом. Ниточку сразу отрезаю, чтобы она не мешала. И продолжаю дальше вязать ряды без изменений. Провяжем теперь с 16 по 22 ряд. Но будем чередовать. Для начала давайте провяжем соединение. Значит, за заднюю стеночку петли провязываем соединительный столбик. И этот же столбик теперь за обе стеночки петли мы вяжем полноценный столбик. Первый столбик провязан. И вяжем 2 ряда сначала этим цветом. Если вы вяжете свитер, такой же, как и я, полосатый, вяжем 2 ряда этим цветом, затем присоединяем второй цвет без изменений. Провязали 2 ряда, последний столбик, не довязывая до конца, вводим второй цвет свитера. Этим цветом заканчиваем столбик. Продолжаем вязать ряды без изменения. Вяжем еще 2 ряда этим цветом. Только опять же мы... Сейчас натяну немножко, расслабилась. Значит, как мы присоединяем цвет. Соединительный столбик. Вот. Соединительный столбик за заднюю стеночку петли. И этот же столбик за обе стеночки петли провязали первый столбик. И продолжаем вязать. Вяжем 2 ряда без изменений. Не забывайте связывать кончики. Ну, здесь вот мы можем привязать кончик к этому цвету. Вяжем 2 ряда. Провязали 2 ряда без изменений. Дальше заканчиваем с последний столбик другим цветом. Также опять делаем соединение, переход такой. Соединительный столбик за заднюю стеночку петли и полноценный столбик за обе стеночки петли. Вяжем еще 2 ряда без изменений этим цветом. Провязали последний столбик, присоединяем, заканчиваем другим цветом. Также делаем переход, полноценный столбик. И последний 22 ряд у нас получается, вяжем без изменений. Вот для наглядности посмотрите, да, когда мы делаем такие переходы, они не так броские в глаза. 23 ряд. 8 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас останется 54 столбика. Убавки. Значит, в четных рядах я буду вязать со смещением. Итак,
Вяжем 1, 2, 3, 4 столбика. Делаем первую убавку за за передние стеночки петли. И дальше 8 столбиков и убавка повторяем 5 раз. И последние 4 столбика довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 столбик не довязав до конца, вводим цвет, другую ниточку, заканчиваем столбик. Это у нас второй ряд был провязан этим цветом. Чередуем цвет, делаем переход, за заднюю стеночку петли соединительный столбик, за обе стеночки полноценный столбик. Теперь получается сейчас, значит, у нас 24 и 25 ряд мы провяжем без изменений 54 столбика. Провязали последний столбик, не довязывая до конца, вводим другой цвет, заканчиваем этим цветом. Дальше опять делаем переход, первый столбик. 26 ряд у нас 7 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 48 столбиков. Первый столбик провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, и убавка. Провязали. Теперь 27 и 28 ряд мы вяжем без изменений 48 столбиков. Так как у нас этим цветом нам надо провязать один ряд только, значит 27 ряд мы провяжем белым цветом, присоединяем второй цвет, и 28 ряд без изменений вяжем этим цветом. 29 ряд 6 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас останется 42 столбика. Для начала я провязываю, этот ряд у меня будет со смещением убавки, вяжем 3 столбика, убавка первая, и дальше 6 столбиков и убавка, повторяем 5 раз. И в конце у нас остаются 3 столбика, которые довязываем до конца. Последний столбик, не довязав, вводим другой цвет. Теперь 30 и 31 ряд мы провяжем без изменений 42 столбика. Опять же не забываем сначала провязать такой вот переход. Вяжем 2 ряда без изменений. Провязали, присоединяем другую ниточку и вяжем еще один ряд без изменений, 32, уже другим цветом. Тридцать второй ряд вяжем еще без изменений. 33 ряд 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 36 столбиков. 3, 4, 5 столбиков и убавка. Последний столбик вводим, заканчиваем другим цветом, так как мы второй ряд провязали. Теперь нам надо провязать опять 3 ряда без изменений. Это 34, 35 и 36 ряд. Поэтому мы сначала 2 ряда мы провяжем этим цветом и 1 ряд другим цветом. Вяжем 3 ряда. Не забудьте только поменять цвет.
3 ряда без изменений, 36 столбиков. 37 ряд, 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 30 столбиков. Так как это четный ряд у нас, мы провязываем 2 столбика, затем убавка первая, и далее 4 столбика и убавка, повторяем 5 раз. 4 столбика и убавка. Провязали последний столбик, вводим другой цвет, так как это у нас второй ряд. Вяжем, делаем переход и, значит, с 38 по 42 ряд, то есть 5 рядов, мы вяжем без изменений 30 столбиков. Не забудьте чередовать просто цвета каждые 2 ряда. Вяжем 5 рядов без изменений. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания подлиннее. И эту ниточку отрезаем и ее зафиксируем. Можно даже вот сюда провязать, сделать просто узелочек. Все, тело связали. Теперь тело наполняем плотно, обязательно плотно, так как мы ножки будем тут утягивать внизу, поэтому обязательно плотно наполняем тело. Наполняем тело, наполняем голову и будем пришивать. Все детальки мы вроде с вами связали, осталось теперь все собрать. Итак, наполнили плотно тело, наполнили голову. Теперь будем сшивать. Вот этот переход, который на теле, он должен быть сзади. Спереди должно быть у нас все аккуратненько и красиво. Поэтому так вот разворачиваем и пришиваем. У нас одинаковое количество петель, что на голове, что на теле, поэтому пришиваем. Как я обычно показываю в видео, да, как мы пришиваем. Не за верхушки столбика, а за ножки столбика. Так будет крепче держаться, более увереннее как бы получается, держится голова. Вот. Но если вы пришиваете уже по привычной вами схеме, пришивайте, как вы привыкли пришивать. Пришили голову. Теперь берем наши ручки и смотрим. Значит, пришивать мы будем вот к этому ряду. Получается вот этот цвет. Значит, я беру именно эту пряжу, этот цвет. И этим цветом буду заканчивать ручки, которые мы оставили. Значит, свяжу 2 края вместе 7 столбиками без накида. Вот, и пришьем. Значит, пришивать будем, еще раз показываю, вот между вот этими цветами, то есть чтобы совпали цвета. Значит, столбиками без накида соединяем, провязываем 2 края вместе тем цветом, еще раз повторюсь, который у вас получился вот этот вот ряд, получается 3 сверху тело. Естественно, другую ниточку мы отрезаем, фиксируем и прячем. Так. Так вот провязываем. И поэтому мы примерно оставили такое вот количество длины этой ниточки, чтобы нам хватило провязать и пришить.
и 7 столбик без накида. Соединительный столбик, ниточку стянули. Все, так вот, значит, берем и пришиваем. Вот. За ножки сверху между 2-м и 3-м рядом пришиваем, либо между 1-м и 2-м. Так вот получается. Наверное, между 1-м и 2-м, чтобы они, вот ряды у нас совпали на ручке и на теле. Так вот аккуратненько. Пришиваем так вот сбоку. Следующим этапом будем стягивать, притягивать ножки, пришивать или притягивать. Вот. Значит, отсчитывайте. Сейчас скажу, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между 11 и 12 рядом у нас притянется ножка к телу. А на ножке мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Между 5 и 6 рядом. Значит, берем ниточку в 2 сложения, чтобы она прочнее держалась. Подлиннее, ну как подлиннее, где-то сантиметров 50, ну можно 40. Я отрезаю больше, чтобы было удобно хвататься за ниточку, поэтому смотрите сами, если вам достаточно будет и 40, ну и в 2 сложения именно, чтобы получился этот метраж. Вот, и вводим иголочку, вот эти 2 сложения. Значит, что мы делаем? Мы сначала в ножку, вот эта часть у нас наружная, да, это внутренняя, к примеру. Так и получится, да, значит, вот. Мы с внутренней части в этот ряд посередине, ну, посередине так, чтобы примерно у нас получается середина, ряды уходят. В общем, посередине вводим иголку. Здесь мы выводим, получается, будем обхватывать 1 столбик. Вот здесь мы выводим рядышком. То есть не ровно посередине, а чуть-чуть в сторону. Вывели. Ниточку тут оставили немного. И сюда ввели. Здесь вывели, здесь ввели. То есть у нас стягиваться будет за 1 столбик. А с внутренней стороны мы выводим сюда же. В этот же столбик, откуда ввели в начале. Главное, чтобы ниточки друг в дружку не вкололись. Чтобы они у нас двигались, когда будем стягивать. Сделали на ножке это. Теперь иголочку вводим в тело. В тело нам надо ввести посерединке, потому что тут у нас будет, там, где будет ножка, туда и вводим иголочку. То есть мы прикладываем ножку вместе с ниточкой и смотрим, чтобы она получилась у нас по центру на теле. Вот. И смотрим, куда прилегает ниточка, туда и вводим иголочку. Учитывайте тот момент, что вот так вот, когда она согнется, чтобы она была посередине. Вот примерно смотрим, куда мы вводим. Вот. Я вот сюда, получается сюда где-то, еще раз проверю. Вот сюда. Даже сюда, наверное. Вот сюда. И, конечно, хорошо, когда иголка длинная, сразу она ровненько выйдет с этой стороны. Мне придется сдавливать. И с этой стороны также находим то место, где у нас будет ножка, и выводим в этом же ряду иголочку сюда. Вывели. Внимательно все смотрим, прикладываем, чтобы ровненько получилось с 2 сторон. Теперь на ножке мы также вводим с внутренней стороны. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда, посерединке, с внутренней стороны посерединке. 1, 2, 3, 4, 5. С этой стороны мы немножечко, чуть-чуть в сторону. И вот вывели сюда. С этой стороны вводим. Обхватываем, получается, столбик. С внутренней стороны мы выводим иголочку туда же.
в эту же ниточку, вернее, в эту же пространство, куда ввели. Только главное, еще раз повторюсь, ниточки не зацепите, чтобы они у нас ездили. Теперь на теле мы вводим туда же, сюда же выводим, откуда у нас ниточка, и выводим опять же сюда же в тело. Сейчас, секундочку, у меня что-то на сторону ушла иголка. Вот. Вывели сюда же. Все, иголочка нам не нужна пока. Теперь стягиваем наши ножки. Стягиваем и связываем. Вот. Сильно не стягивайте так, чтобы они держались. Вот таким вот образом. Стянули сделали 2-3 узелочка и спрятали ниточки. Дальше хвостик. Хвостик я сшиваю, не связываю, а сшиваю 2 края вместе и в таком вот виде пришиваю вот к предпоследнему можно этого цвета, либо к последнему, вот перед тем рядом, где начался свитер, пришить. Пришиваем хвостик. Следующим этапом у нас утягивание глазок. Вводим ниточку сзади между столбиками, выводим возле глазика. Дальше опускаемся на ряд ниже, даже может быть на ряд, наверное, ниже, получается посерединке, вот здесь где-то. Вводим иголочку, захватываем синтепон и выводим к следующему глазику на этот же ряд. Вывели. Дальше на столбик выше, на ряд, вернее, выше, и выводим иголочку туда, откуда ввели. Обязательно только смотрите, чтобы ниточку не зацепить эту. Вот, и стянули, сделали такую небольшую утяжку. Сильно, прям совсем не утягивайте. Так, буквально немножечко, чтобы глазки сели внутрь. Здесь завязываем несколько узелков и прячем ниточку. Дальше у нас хобот. Я посоветую вам сделать такой момент. Значит, серединочки у нас там осталась ниточка. Так как она короткая, я вначале этот момент проглядела. Надо было ставить подлиннее. Ну, в общем, попытаемся ее достать. Так вот выворачивая, да? Достали, присоединили еще ниточку, привязались. И немножечко вовнутрь втягиваем серединку, чтобы у хобота было действительно внутренняя часть похожа на хобот. Нижняя, вернее, да? Стянули вот так вот внутрь. И зафиксируем как где-нибудь эту ниточку, чтобы держала форму и обратно не вернулась. Вот, зафиксировали. Теперь наполняем синтепоном. Вот смотрите, он даже сам форму держит за счет того, что я стянула ниточку эту, притянула немножечко серединку, и получается, вот наполняя синтепоном, вот эта часть не выпрямляется. И даже и не надо будет, наверное, больше делать никаких манипуляций, чтобы хобот держал такую форму. Теперь мы будем его пришивать вот именно на этом расстоянии. То есть верхняя часть у нас будет ну, можете ниже, можно вот верхняя часть вот между, получается, посередине ряд между глазками, который ряд посередине, середина глаз, можно именно здесь верхушку сделать, можно ниже хобот пришить. Вот, я посоветую, значит, сделать так: приколоть хобот, вот,
посмотреть, как это все будет выглядеть, примерить ушки. Вот. Как вам понравится сочетание, ну, вид, когда законченный уже, лучше понятно, правильно? Как вам более нравится, в таком месте и пришивайте хобот. Вот, либо выше, либо ниже. Так как у нас такой получается с опущенной головкой, ну, соответственно, и хобот будет немножко ниже. Вот. Все, пришиваем хобот. Теперь прикладываем ушки на том расстоянии, на котором хотите видеть, чтобы они у вас располагались, высоту. Пришивать будем наискосок вот здесь, неровно, чтобы они вот так вот не торчали, а вот именно ушки смотрели прямо вот эта часть. Вот. Приложите, хотите выше, хотите ниже. Опять прикладывайте, смотрите, как вам симпатичнее, так и пришивайте. Смотрите, если желаете сделать ему такой вот чубчик, то берете ниточку, отрезаете вот так вот, отмеряете примерно 4 пальца, несколько делаете, да, моточков, перерезаете здесь, у вас получится такая вот длина примерно. Вот такая вот длина. Вот. И за серединки, начиная с серединки по кругу, за ножки, вот так вот, столбика, мы берем ниточку. Ну, кто не знает, покажу. Сейчас, секундочку. Ниточку складываем пополам. И за петелечку, вот сложенную, да, хватаемся крючком, вытягиваем и протягиваем сквозь эту петелечку. Делаем вот такой вот узелок. Стягиваем. И так по кругу делайте, провяжите где-то 3 ряда. Я думаю, будет этого достаточно. Провязали, сделали, присоединили. И смотрите, вот примерно, у меня тут всякой разной длины, я остатки брала пряжи. Отрезаем, потом я отрежу вот где-то вот такой вот длины. Это у меня получится 4 сантиметра. И опять же беру расческу, либо щеточка, как что у вас есть, мелкое такое. И расчесываем, разъединяем, чтобы получилось пушистый кусочек такой волос, чубчика. Если у вас есть пряжа, которая называется травка, она пушистая, да, кто знает, такого же цвета, какое у вас и тело у слоника, вы можете этой травкой просто присоединить, не надо будет вам ничего распушивать, она у вас сразу будет пушистая все. У меня такого цвета нету травки, поэтому я вот... Но это по желанию, можно этого и не делать. Как бы, если хотите немножечко украсить голову, сделать такую вот немножко пушистую верхушку, это по желанию. Так, что еще можно связать ему? Так, он, в принципе, у нас уже готов, слоник. Мы его, можно сказать, уже все сделали, все, что нам надо было для него сделать. Можно еще связать ему шарфик по желанию. Я покажу вам, как это будет выглядеть вместе с шарфиком слоник. Ну вот и все. Вот так вот он будет выглядеть, если вы свяжете ему шарфик. Можно и без шарфика обойтись. Вот такой вот слоник у нас с вами получился. Длина этого слоника 34 сантиметра. Я, конечно, это все напишу в описании под видео. И пряжу. Вяжите с удовольствием. Встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока.